Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня я расскажу про новинки нашего магазина. Напомню, что мы сотрудничаем с магазином Lancaster Archery, и если вам что-то нужно, что отсутствует у нас в ассортименте, то вы можете к нам обратиться, и мы постараемся вам помочь и привезти необходимый вам товар. И первое, про что я расскажу, это бегунок Hooper Glidia. Очень быстрый. И первое, про что я хочу рассказать, это бегунок Hyper Glide. Очень быстрый и тихий бегунок, который к тому же очень легко устанавливается. Ролик имеет силиконовое кольцо, а ответная часть выполнена из самого гладкого материала для тросов, из тефлона. В сумме это дает увеличение скорости и снижение громкости выстрела. Чтобы установить бегунок на лук, мы должны установить ролик на отвод, закрыть ответную часть, закрепив в ней тросы, и закрепить комплектный стопор для бегунка, чтобы после выстрела он не мотался по отводу туда-сюда. Также в комплекте будет воск, которым вы сможете обработать тетивы или тросы. Дальше я расскажу тоже про бегунок от компании AAE. В отличие от Hyper Glide, он уже не разборный, но тоже с тефлоном. Довольно часто у нас такие бегунки покупают профессиональные спортсмены, потому что бегунок максимально простой и максимально эффективный. Ну, еще, наверное, потому что он бывает разных цветов. Бегунок выполнен из прочного материала с тефлоновым покрытием, что уменьшает износ, уменьшает звук выстрела и увеличивает его скорость. Также бегунок имеет крепление для тросика падающей полки. Далее я расскажу про новинки братхедов, которые появились у нас в магазине. Первым в линейке идут наконечники G5 Striker X. Это фиксированный наконечник с 4 лезвиями. По заверениям производителя, это острейшие лезвия на рынке на данный момент. Лезвия сменные, в комплекте не идут, но возможность такую наконечник предоставляет. Следующими идут наконечники Dead Meat второй версии и Mega Meat. То есть мертвое мясо и мега мясо. Настоящего охотника подобный нейминг, я думаю, зацепит. Это раскрывающиеся наконечники с довольно большим диаметром реза, но при этом в сложенном виде их геометрия практически не отличается от спортивного наконечника. От других раскрывающихся наконечников наконечники от G5 отличают то, что они имеют, наверное, самый большой диаметр реза среди своих конкурентов. В версии Dead Meat это 1,5 дюйма, Mega Meat целых 2 дюйма. Вот также в комплекте с раскрывающимися наконечниками будет обычный тренировочный, без лезвий. Он будет точно такой же и по весу, и по форме, как и Bradhead, и с помощью него вы сможете пристрелять свой прицел и понять вообще, как летит стрела с этими наконечниками. В последнюю очередь расскажу про наконечники G5 Montec M3. Это наследники уже легендарных и культовых наконечников G5 Montec, которые, кстати, тоже есть у нас в магазине. Из себя они представляют цельнометаллический наконечник, выполненный из качественной 420 стали. Наконечник не имеет никаких отверстий, то есть он по сути литой. Это сделано для увеличения прочности самого наконечника и снижения шума при выстреле, но повышает требования к настройке лука, это надо учитывать. И завершая тему наконечников, нужно отметить, что каждый наконечник от G5 протестирован на биение, у каждой модели наконечника есть версия для арбалетной стрелы, а также в комплекте с каждым наконечником есть комплект для его установки и небольшой пластырь, насколько я помню, потому что они действительно острые. И у любой модели наконечника есть вариации как на 100 гран, так и на 125. Следующая новинка — это подставка для классического лука, на которую мы поставили блочный лук, потому что мы про него расскажем чуть позже. Подставка выполнена из карбона, соответственно, она легкая, прочная и весьма негабаритная. Подставка легко собирается и разбирается. Сейчас я это продемонстрирую. Для этого нужно отогнуть ножки, открыть фиксатор, установить саму подставку, закрыть фиксатор и дальше уже отрегулировать крепление для тетивы. Готово. Дальше я расскажу про довольно интересное решение для настройки лука. Это специальное приспособление для проведения пейпер-теста. Само приспособление из себя представляет картонную рамку, в которую мы будем вставлять уже вкладыши. Рамка имеет ножки, так что достаточно ее собрать, установить перед щитом, установить вкладыш и можно, собственно, начать настройку. Вкладыш выглядит следующим образом. Понятно, что пейпер-тест можно проводить и стреляя через обычный лист А4. Но здесь все-таки выполнено довольно профессионально, выглядит это все симпатично. И еще есть неоспоримый бонус, это небольшая шпаргалка по настройке лука. То есть вы стреляете через этот картонный вкладыш, видите отверстие, которое оставили перья, и уже ориентируясь на эту шпаргалку, можете себе помочь с настройкой лука. Следующая новинка в нашем магазине — это специальные весы для стрел. От обычных весов, знакомых всем жителям спальных районов, чья юность пришлась на 2000-е, их отличает наличие специальной подставочки, на которую будет очень удобно поставить стрелу. Также, помимо подставки для стрелы, в комплекте с весами идет чехольчик для них же и батарейки, что очень приятно. Весы выдерживают вес до 3000 гран, ну, естественно, взвешивать они могут не только в гранах. Граны
понадобятся, если вы взвешиваете стрелы, граммы, если вам нужно чем-то поделиться с друзьями, и фунты, если вы английский джентльмен. Дальше расскажу про рюкзаки от Avalon. Avalon Tura и Avalon Classic. Начнем с Tura. Посмотрим, что внутри у этого рюкзака. Открываем. На откидной части, которую мы только что отстегнули, есть 3 кармана для аксессуаров. А в основной части есть разделенные отсеки для плечей или рукояток и, собственно, общий отсек. Мы проверяли на какой-то предыдущей, по-моему, версии рюкзака Avalon Tura, которые у нас были, наверное, где-то полгода назад в магазине, и влезает туда полноценно 4 классических лука. В комплекте с рюкзаком есть телескопический тубус для стрел. Сейчас он в сложенном состоянии, и по габаритам, собственно, он такой же по высоте, как и рюкзак. Но учитывайте, что поместив в этот тубус стандартные 30-дюймовые стрелы, тубус будет все-таки выше рюкзака, поэтому надо быть к этому готовым, не удивляться и не плакать. Следующая модель – это рюкзак Avalon Classic. Габаритами он такой же, как и Tura, но имеет несколько весьма важных отличий. Расскажу про них поподробнее. В рюкзаке Avalon Classic место для аксессуаров уже выполнено в виде отдельного отделения этого рюкзака, извиняюсь за тавтологию, в котором так же, как и у Tura, есть 3 кармашка, но еще есть несколько липучек, и в принципе все выполнено как отдельный такой карман. Здесь можно легко уместить прицелы и необходимые вам аксессуары. Посмотрим, что у нас в главном отделении. Видно самое явное отличие рюкзака Classic от рюкзака Tura от Avalon. В данной версии, в рюкзаке Classic, тубус для стрел, вернее место для его расположения, организовано внутри самого рюкзака, а не снаружи, как у Tura. За счет этого сам рюкзак стал немножко шире, но визуально, конечно, так не кажется, потому что если у Tura рядом болтается тубус, то здесь он просто внутри. И, естественно, сверху продумано отверстие для того, чтобы, когда вы уже в тубус положите ваши стрелы, они нормально в нем уместились. Еще одно немаловажное отличие рюкзака Classic от Tura – это наличие ручки сбоку. Можем все упаковать, застегнуть ручку и носить рюкзак уже на манер спортивной сумки, а не рюкзака за спиной. Особенно с учетом того, что в рюкзаке продумано специальное место для того, чтобы мы могли спрятать лямки. Можем, собственно, это сделать, и уже никто никогда не узнает, что у нас рюкзак. Все будут думать, что это за щеголь с модной спортивной сумкой. Оба рюкзака отлично прошиты, каких-то торчащих ниток или неровных швов я не заметил на нем. Выполнены они из одного и того же материала. По ощущениям, это довольно плотная кордура, то есть материал непромокаемый, довольно прочный и надежный. Поэтому всем, кто ищет качественный рюкзак для своего спортивного стафа, есть смысл обратить внимание именно на рюкзаки от Avalon. И последнее, о чем я сегодня расскажу, это блочный лук APA Black Mamba 31, где 31 – это АТА. Это профессиональный канадский охотничий лук. В луках APA есть несколько вещей, которые их отличают от конкурентов и делают эти луки специализированными именно для охотников. Расскажем про них немножко. Первое – это бегунок с микронастройкой. С помощью этой микронастройки вы сможете подправить синхронизацию блока без использования прессы и не ослабляя тетиву, что немаловажно. Следующая фишка этого лука – это рукоятка. Она выполнена таким образом, что одна ее часть образует удобную ручку для переноса, и вы можете в одной руке держать лук, в другой руке за хвост держать кошку, которую вы приняли за зайца, и идти с добычей домой. На луке предусмотрено специальное крепление для вязочки, которая позволяет ее установить без использования каких-либо адаптеров. То есть здесь производители отошли от уже практически классической картины, когда вязочка крепится к отверстию для стабилизатора с помощью того же, собственно, стабилизатора. Главной фишкой луков APA не только этой модели, а в принципе всего их модельного ряда, является возможность их обслуживания без использования пресса, что немаловажно во время охоты. Каким образом это реализовано? Сейчас покажу. В луке предусмотрена специальная ось, которые мы можем вставить в отверстие в блоке. То есть мы либо натягиваем тетиву, просто сейчас это не очень удобно показать, покажу на тросе. Натягиваем немного трос, вставляем в отверстие ось, отпускаем, и, собственно, трос мы ослабили. Можем уже проводить какие-то работы. Точно так же мы можем ослабить тетиву для установки пипсайта или для того, чтобы вообще ее снять, подкрутить, там, подправить синхронизацию или внести общие корректировки в настройку. Штука удобная, и у других луков я такого не встречал. Также в рукоятке лука использовано несколько решений, призванных облегчить жизнь настоящего охотника. В первую очередь это специальное отверстие для установки брэдхеда, чтобы не накручивать его руками с риском порезаться, а, собственно, вставить его в лук и уже закрутить стрелу
на бродхед. Также имеется специальная точилка для бродхедов. Если нужно, можно прямо во время охоты немножко его подправить. И также отверстие для проворота или установки хвостовика стрелы. В принципе, все под рукой, все очень удобно. На луке сразу в стандартной комплектации предусмотрена система демпфирования, которая гасит вибрацию и снижает шум. На каждом блоке лука установлен стопор, которые при натяжении упираются в оба плеча и обеспечивают железобетонную стенку. Ну и последнее, что я, наверное, сегодня расскажу про этот лук. Здесь производители придумали тоже такую интересную вещь. Это специальный крюк, с помощью которого лук можно повесить там на какой-нибудь сук, ветку или за шиворот товарища. Ну, как я говорил уже в начале, рассказывая про этот лук, размером 31 дюйм, высота 31 дюйм, база 7 дюймов. Немаловажно отметить покрытие этого лука. Алюминиевая рукоятка покрашена не обычной краской, а неким специальным составом, на ощупь очень похожим на soft touch, как такой несколько прорезиненный материал. По заверениям производителя, это решение до конца убирает малейшие вибрации, которые могут идти на лук после выстрела. Ну и визуально делает лук гораздо симпатичнее и даже несколько дороже, хотя куда уж там. И на сегодня дайджест новинок будем считать законченным. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч, пока!